Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Сегодня на канале Натальи Кондратьевой мы будем обсуждать тему страха, как он влияет на нашу жизнь, как мы с ним можем работать. И Наталья в конце нашего эфира расскажет нам, покажет методику, которая поможет нам распознать свой страх и осознать его, и в дальнейшем уже с ним работать. Мгм. Ну, примерно так, все так. Итак, Наталья, может быть, ты немножко расскажешь о себе? Да, давай, это важно, потому что, естественно, как бы это основное. Типа, кто это, что это. Вот, я психолог. В основном тут по большей части я классический психолог, вот, практикующий психолог. У меня есть образование, я закончила институт в Амазоне, и вот, ну, только мне кажется, как это вот, как сказать? Мне кажется, я просто, в силу каких-то обстоятельств, может быть, это что-то было изначально еще из детства. Вот оно как-то я всегда замечала какие-то вещи, которые, мало кто замечал. Или, например, какая-то интуиция. Например, папа давно величает меня ведьмой. Просто, а первый муж меня он подарил даже кольцо. Это, говорит, Пифии. Это не тебе, это Пифии. Я говорю: "Да, зачем?" Ну ладно. Это когда я ему помогала вместе продавать, значит, мы с ним продавали, покупали акции. За 2 года совместной инвестиционной деятельности мы как бы у нас ни разу не случился промах. Он говорит: "Так, это не тебе, это Пифи". Это все к чему такое лирическое отступление? Потому что иногда прям физически видно, вот приходит к тебе человек, а тебе прям видно, где у него какая энергия застряла там, либо в нем самом, если у него что-то болит, либо вокруг него, если у него вот какие-то такие штуки, которые мешают ему реализоваться. Я не знаю, собственно, как. Я на самом деле ничего в этом такого, знаешь, такого экстраординарного не вижу. Мне кажется, просто современные ученые еще как-то в этом мало понимают, это мало видят и мало просто могут мало считать. Мне кажется, это на самом деле, если научиться доверять себе, это может многие люди. Вот если они верят в собственную интуицию и понимают себя, то, в принципе, это может, такую вот степень понимания того, что происходит с ним и что с ним происходит вокруг, это, в принципе, может достичь, мне кажется, любой человек. Спасибо за ответ. Ну, давайте начнем нашу тему, потому что всем, каждый человек в жизни, я думаю, так или иначе сталкивался со своими страхами, но не все мы, я бы даже сказал, недалеко не все, понимаем вообще эту природу страха. То есть для чего это нам, откуда это взялось. Потому что, чтобы с чем-то работать, нужно точно понимать, да, что с чем мы работаем и для чего это все нам нужно в этом мире, да? Мгм. Давай вот я как-то не буду вот сейчас, значит, страх, это эмоции, которые возникают, вот это все можно прочесть, не Мгм. знаю, в этом открыть и прочесть. Давай так по-простому. Страх — это некая такая базовая прошивка, которая нам на самом деле очень во многом помогает. Не ходить по темным улицам, ну, я имею в виду девочек. Она, в принципе, помогает нам выжить и не вписаться в какие-то социально странные истории, например, там, какие-нибудь социальные пирамиды, например, или финансовые пирамиды, потому что на самом деле большинству людей вообще-то страшно положить свои миллионы там под 700%, у них какая-то критическая извилина начинает говорить, что как бы не надо этого делать. И большинство людей этого не делают. Ну да, по сути, по нашим людям, которые все в кредитах. Вот, ну, это я просто Кажется, где-то мы нас обманули. Да, ну, это я просто тут вспомнила про МММ какие-то и Ну да, пирамиды, но да, если тебе понимаю. обещают там 700 или 1500%, то будь разумен. Пойми, что как бы это вряд ли это случится. Вот. Другое дело, что когда страх, вот, например, он уже мешает нам жить, у нас есть, например, мы точно знаем, что мы это можем, нам, например, надо сходить на собеседование, а нам страшно. Да. Или нам нужно, на какое-то публичное выступление, а нам страшно. А мы прекрасно при этом знаем, что у нас есть соответствующая квалификация. Мы это можем. Но вот как только дело доходит, у некоторых даже живот начинает болеть вместо того, чтобы сходить на собеседование. Мгм.
Вот, собственно, мне кажется. И вот с этой второй историей, чтобы она не мешала тебе продвигаться и добиваться то, что тебе нужно, вот, собственно, с этим и надо работать. Потому что не надо, знаешь, учить себя, что надо ходить по страшным темным улицам в одиночестве, там, не знаю, ну, я имею в виду девочек. Это нормально, что вы не ходите, и не надо, и не надо ходить. А как тогда, вот у меня вопрос сразу возникает, как вот тогда человеку понять, с какими страхами нужно работать, с какими не нужно? Ну, те, которые мешают, ему жить. Вот ему надо на собеседование, а он не может, понимаешь? Он фактически сидит там в кабинете, там вот. Ему надо выходить, а у него там руки потеют или там, я не знаю, он не может. Мгм. Вот это надо, если ему нужна эта работа. Конечно, Мгм. если не нужна, это прекрасно, если он на ней не попал. А если нужна, то надо. Хорошо, понятно. А тогда, вот, ну, у нас сейчас в современной психологии, вот эти квалификации этих страхов, там огромное количество разных уже, каких только страхов нет. Мгм. Вот, вот все-таки меня вот именно, я думаю, что и зрители интересует такой вопрос. Вот все-таки у всех этих страхов в основном какие-то одни и те же корни, или же вот это огромное количество разных, огромных, разного страхов, и с каждым нужно как-то индивидуально, прям очень сугубо индивидуально работать. Они, конечно, индивидуальные, это действительно они имеют какой-то, ну, если с ними работать и качественная работа не имеет индивидуальную природу, в смысле индивидуальную причину. Но я бы разделила их на 2, знаешь, это большие группы. Это то, что Мгм. случилось именно непосредственно со мной, у меня есть опыт того, что это случилось, я второй раз туда наступать не хочу. И есть то, что там, не знаю, бабушка мне говорила, мама мне говорила, что надо сидеть и не высовываться, или там, не Мгм. знаю, вот. И ты как-то боишься, потому что все вокруг тебя вот это как-то воспринимают, и ты впитал эту атмосферу. По сути, для мозга все равно, потому что он особо-то не разделяет вот твою реальную жизнь и твою фантазию, на которой Мгм. ты сильно много думаешь. Но избавиться от того, что непосредственно с тобой случилось, конечно, гораздо сложнее будет с этим работать, нежели то, что вот как бы вот где-то витает вокруг тебя и на тебя это тоже влияет. Мгм. Ну вот Наталья сказала, что она помимо, да, классической, у нее огромный опыт классической психологии, да, она также еще и занимается еще метафизической психологией. Вот, и я думаю, что всем интересно было бы понять вот происхождение страхов, да, они вот в течение жизни приобретаются, или они, может быть, там с прошлых жизней какие-то страхи, либо в детстве какие-то страхи. Вот какие страхи, как правило, наиболее такие, ну, где искать корень этих страхов, чтобы потом уже с ними работать? Из М, детства или наверное, большая часть страхов из детства идет. ну, скорее, да, они как бы в прошлом многие из них формируются в прошлом. Чем более в Мгм. раннем возрасте Мгм. они сформированы, вот, например, там, не знаю, недавно был случай, который я просто видел на демонстрационной сессии, когда Мгм. девушке уже 50 лет, понимаешь, а выяснилось, что она, вот как бы ее страх, который начал нарастать, 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 он изначально вообще сформировался из мультика, где Баба Яга сажала, значит, детей на лопату. Мгм. И ей вот это был, ну, каким-то корнем. То есть это было еще когда, знаешь, человеку уже 50 лет, а вот этот вот мультик, она ну, то есть физически ты прям увидел этот страх, который вот как бы Мгм. прям столько лет жил в человеке. Мгм. И вот у меня сразу, кстати, в процессе возник вопрос такой: страхи цикличны или нет? То есть, ну, то есть мы поняли, что вот, там есть страхи, там вот они таким образом на нас воздействуют, что они для нас вообще несут? То есть зачем они нам? Но они тебе про какой-то, знаешь, про вот сигналят, про, как тебе сказать, ну, давай вот, чтобы тебе было понятнее. Мгм. Фактически, вот про ту самую часть, про которую иногда мне видно, Мгм. я тут, как там, мы с тетей попали на службу рождественскую. Я зашла, я просто обалдела. Вот стоит куча людей, и большинство из них стоит, за редким исключением, большинство из них стоит, как будто вот ты видел мусорные мешки? Мгм. Толстые или Мгм. тонкие. Вот они все стояли в каких-то таких вот, и вокруг них были такие серые, вот, ну, либо тонко серые, либо там, например, толстые мусорные мешки. Там, господи, что такое? А это вот действительно их страхи, переживания, Мгм. их вот они формируют какую-то такую вот оболочку. И чем она, ну, чем больше страх, чем их больше, тем она плотнее.
И по сути, вокруг тебя есть множество всяких вариантов, множество всего. Все, что вокруг, оно, по сути дела, максимально к тебе нейтрально. Но ты пока сидишь на своем этом мешке, ты фактически у тебя есть там, не знаю, что ты там видишь из этого мешка. Ну, то есть видишь достаточно узкий спектр того, чем ты можешь воспользоваться. И оно фактически снаружи пытается тебя вот расшевелить, чтобы ты наконец-то уже вылез, понимаешь? Мгм, мгм. Ну, то есть это некий такой инструмент для саморазвития, Да, правильно? да, потому что, ну, это такая часть, которую возможно, это та часть мира, которую ты должен познать, но тебе Мгм, страшно. Ты должен как бы узнать, увидеть, но ты не можешь туда пойти. Ну, поскольку эта часть мира существует, мгм, фактически ты лучше знать, что с ним делать. мгм. Ну да, ну вообще в целом как бы люди сейчас многие живут, ну, так как, средства массовой информации на нас очень сильно влияют, да, и прививают нам куча разных желаний, которые нам, собственно, нашей природе, они не соответствуют вообще. Мгм. Вот, и с купой всех вот этих страхов, и человек вообще может абсолютно запутаться в себе. Ам, и это, конечно, ну, вот, как я понимаю, как я это вижу, да, наверное, скорее всего, нужно сначала, вот избавиться от этих страхов, и тогда и уже понять, да, истинные желания свои, Мгм. да. Мгм. И потом уже, ну, действовать в этом направлении. То есть это как это такой первый этап, развития идет, да? Слушай, ну, чтобы избавляться, надо знать, от чего избавляться. Ну да. Ну, надо с ним познакомиться, надо фактически его не то чтобы полюбить, но как бы понять, принять его в себе, что ну вот есть, ну, Мгм. вот он есть, и надо что-то с ним делать. Это как бы первый Мгм. этап. Потому что как бы, чтобы куда-то двигаться, ты должен изначально оказаться в нулевой точке. Мгм. Ну, ты должен признать себя в некой точке, где ты тут есть, и со всем, чё у тебя там есть, со всеми Мгм. тараканами, со всеми страхами, потому что если ты как будто отрицаешь чего-то в себе, ты не Мгм. можешь вот оказаться в этой, ну, фактически ты не можешь ну, как-то оказаться в нулевой точке, откуда ты начнешь двигаться. Мгм. Хорошо, а вот есть, ну, как вообще, начнем, да, вот с прихода к этой нулевой точке, как вообще распознать, что какой у тебя страх? То есть, чтобы понять, ну, чтобы с ним работать, нужно его распознать, да? А как Мгм. его распознать? То есть понять, в чем истинный страх. То есть, например, люди так сильно боятся, что они на самом деле иногда не понимают, а чего они боятся. Ну, то есть какие-то бывают страхи, понятно, есть такие материальные, там, Мгм. высоты, там, да, это все Мгм. понятно, там, клаустрофобия там и так далее. А есть там страхи у многих там такие навязчивые психологические, там брать на себя ответственный страх там, или Мгм. страх, что-то сказать начальнику, например, страх, да, там, Мгм. показаться Ска каким-то не таким. И люди вот в этих, они так, ну, часто вот это все в таких состояниях стресса находятся, тем более, ну, в текущем, да, ситуации, Мгм. там, когда люди вообще в больших городах в постоянном стрессовом состоянии, они уже не могут даже распознать, а в чем истинный, ну, то есть они боятся уже, но они уже не Мгм. понимают даже, чего они боятся-то. Мгм. Но тут надо немножко, знаешь, немножко голову выключить, потому что в голове, Мгм. видимо, уже просто бардак, там уже все и сразу. И попытаться, если есть такая возможность, если, человек более-менее хотя бы в контакте со своим телом, попытаться вот прям почувствовать: я боюсь, и мне очень страшно. А где этот, страх? Вот Мгм. где он ощущается в теле? Вот он Мгм. может прям, знаешь, здесь ощущаться, здесь, не знаю, как угодно. Мгм. Он может даже быть визуализирован вроде какой-нибудь штуки, которая живет в твоем теле. Но для этого просто действительно Мгм. надо расслабиться и отключить мозг, потому что мозг будет, ну, как бы, ну, какие такие кирпичи в моем теле, понимаешь? Ну, что за дичь такая? Мгм. Вот. И попытаться, ну, для начала хотя бы это почувствовать. Можешь почувствовать зажим какой-то в теле, Мгм. ты вот прямо можешь физически почувствовать. Если ты его почувствовал, это уже хорошо, это уже хорошо. Возможно, если ты даже потом дальше, вот как бы будет с этим сложно, но если ты его даже распознал, что он есть, он может тебе со временем подсказать, что это Мгм. такое. А может, ты действительно продвинутый пользователь, и ты действительно поймешь, откуда у тебя эти, скажем, кирпичи или Мгм. какие-то штуки, которые давно с тобой лежат, и что с ними происходит. Ну Вот. да, я думаю, что вот это как раз методика прислушаться к себе, уже к своему телу. Это такой для продвинутых. Ну То да, есть, потому что оно вроде как бы да, и для продвинутых, да, а вроде вроде это простое, очень да. Мгм. элементарный метод, потому что ты можешь не помнить, что с Мгм. тобой случилось, а твое тело, оно всегда об этом Мгм. помнит, потому что в психике есть механизм. Если она не может это переварить, ну вот это для нее какое-то такое, знаешь, травматичное событие, Мгм. или вообще она не знает, что с ним делать, она говорит:
Так, я как бы не знаю, но сейчас я в тело положу, пусть оно там полежит, и Мгм. я потом решу. Ну, я потом решу, я потом что-то сделаю. Но она же может потом вот лежит и лежит, она может Мгм. там лежать годами, Мгм. понимаешь? Ну, тело- это вообще, ну, по мне, так, уже такой финальный этап, когда Ну человек да, уже совсем на ментальном уровне ничего не ну понимает, да, когда уже тогда уже его начинают почки. предлагать другие, ну, Ну задуматься, чтобы человек уже остановился, ну задумался да, это там, опыт, понимаешь, да. который посылается тебе, чтобы наконец-то до тебя достучаться. Ну, фактически, да, если у тебя уже болит, это уже фактически как в том анекдоте: поздно пить боржоми, когда уже Да, все точно. отвалилось. Мгм. Это точно. Так, ну вот мы разобрались, получается, да, что если вы человек тонкочувствующий, получается, то вы можете как минимум, там, войти в небольшую медитацию, там, да, почувствовать свое тело и самого себя, просто свою интуицию там спросить, Мгм. а что со мной не так? И ответ, в принципе, может прийти, если вы, ну, такой чувствительный человек. Если, конечно, уже такая ситуация усугубленная, то нужно, конечно, уже обращаться, наверное, к профессионалу, который Скорее да. поможет ввести в это состояние. Можно еще попробовать вот просто рационализировать, понимаешь? То есть Мгм. техника нормализации. Ну, то есть если ты просто выписываешь: "Я сталкиваюсь с этим, ну вот я боюсь, я не знаю, там, я боюсь, что муж уйдет, Мгм. поэтому я там живу, там, он пьет, курит и там, не знаю, что то еще делает, но я все равно живу, потому что мне страшно выйти Мгм. отсюда". Ну и эта техника вот называется нормализацией. То есть ты пишешь, что вот ты представляешь, вот он уйдет, там, я останусь без, средств к существованию, а дальше что? А дальше, а дальше, а дальше, а Мгм. дальше? И вот так как бы дальше продвигаешься, пока наконец-то ты прям не почувствуешь, что у тебя есть, ну, все как бы ну вот, и это не так страшно остаться без Мгм. мужа, без, как бы средств к существованию. Ты фактически это ощущаешь, но при этом ощущаешь, что у тебя есть внутренний ресурс там пойти на работу или внутренний ресурс там что-то узнать и получить какие-то навыки, получить дополнительный, заработок. Ну, это так, для особо, Мгм. знаешь, тех, кто Мгм. любит, Не, ну дружит разные типы людей же, конечно, есть. Мгм. особо дружит с головой. Просто вот прямо рационально, Мгм. вот. Рационально посмотреть своему страху в Мгм. глаза. Возможно, он не так страшен. Ну да, как правило, само вот это чувство страха, оно гораздо сильнее, чем ее источник. То есть, Мгм. по сути, мы многие страхи-то в современном, тем более, мире, там, где там, ну, в России, по крайней мере, не так много людей голодает, там, да, там, не умирают там с Мгм. голода, и хоть какой-то кровь есть там и так далее. Это страхи больше такие, ну, какие-то надуманные, да, я бы так Мгм. сказал. Ну, в большинстве случаев, да. Единственное, что вот, понимаешь, у нас для современного человека появились какие-то уже социальные Мгм. страхи. То есть я не продвигаюсь, например, по карьерной лестнице, или мне нужна работа лучше, больше, иначе там со мной не будут разговаривать. Ну, там, Мгм. я не знаю, мама, наконец-то, он там всю жизнь заслуживает любовь мамы, мама, Мгм. наконец-то, там, или мама будет хуже относиться. Поэтому это Мгм. какая-то история, которая случается у современного человека. Мгм. Хорошо. Так, ну вот, мы там прошли этап, мы поняли, что у нас за страх, что нам делать дальше. Что нам делать дальше? А вот дальше уже с ним работать, потому что, ну, а как? Как бы вот мы с ним познакомились, а Мгм. теперь, значит, что делать с этим жильцом? Вот. И тут есть, или мы еще как бы рано для практики, как ты думаешь? Или мы еще как бы Ну, наверное, еще, планомерно? я думаю, еще рановато, конечно. Ага, У меня просто такое вот, всегда было раньше видение, что там со страхом нужно бороться, да, что нужно ага. идти на страх, нужно там, и с ним как-то там тягаться, там. Но в итоге получается так, что ты с ним борешься, а он, ну, он не, ну, ты хочешь, чтобы он стих, загас, а он, наоборот, все больше и больше. Ну, то есть, Ну, во-первых, тут есть такая штука, если страх большой, ну, вот эта вот мгм, штука, она большая, понимаешь, она формировалась давно, то так просто ты от нее не избавишься. Ее надо немножко расчленить, надо мгм, посмотреть и, посмотреть у себя внутри. Может быть, есть что-то там важное и ценное, за что ты так хорошо за что ты так мгм, держишься. То есть ты вот это вот, рациональное зерно в этой во всей конструкции мгм, ты оставляешь себе, а все остальное, что тебе мешает, ты убираешь. мгм, Может быть, это станет легче, потому что действительно, может быть, есть что-то там рациональное, и ты не можешь с этим расстаться. Это во-первых. мгм, А во-вторых, вот эта вот история, знаешь, идти на страх, ну, мы сейчас будем планомерно, наверно, к практике, приближаться. Ты как бы можешь, оказывается, идти,
если у тебя есть ресурс. Мгм. Если твой ресурс идти туда больше, чем сам страх. Мгм. Ты туда можешь сходить. Но если ресурс меньше, тебе может стать хуже. То есть он как бы тебя То есть, схлопнет, ну, короче, понимаешь? если страх такой, что уже и идти-то в сторону лучше лежать и смотреть на него, да? Ну да, там уже, знаешь, мне кажется, действительно тебе, ну, ты можешь как-то начать, сам себе помогать, но это действительно тот случай, когда тебе нужна будет ну, помощь, Мгм. профессиональная помощь. Мгм. Ну, вот вообще, где искать резервы? Ну, например, если вот ты чувствуешь, как ты говоришь, в состоянии, когда уже, в принципе, не чувствуешь никаких резервов, чтобы с Мгм. ним как-то там бороться, ну, не бороться, а как-то с ним работать. Ну, давай сейчас сначала начну не с этого состояния, когда уж совсем, а просто вот у меня есть страх, но при этом, какие у меня есть ресурсы, моя внутренняя сила, какая у меня есть внутренняя сила для того, чтобы с ним побороться? Что я могу? Ну вот иногда даже ты можешь, потому что психике все равно на самом деле. Если это работает для тебя, значит, если тебе становится легче, проще, значит, это работает для твоей психики. Ты можешь, внутри себя изобрести все что угодно. Не знаю, там какой-нибудь меч джедая, который там поможет тебе, или какой-нибудь плащ-невидимку, который поможет тебе общаться с преподавателем, я не знаю, там, Мгм. с работодателем. Вот, это такая штука, где ты рассматриваешь свою внутреннюю силу. Или, наконец, например, у тебя есть внутренняя сила сказать, что ты хочешь и что ты думаешь, кому ты хотел, например, это сказать, и тебе станет легче, менее страшно, например. Мгм. То есть ты фактически, в этот момент рассматриваешь свою внутреннюю силу и ищешь, где ты, источники своей внутренней силы. Ты не смотришь на страх, а Мгм. смотришь на свои внутренние Мгм. ресурсы. Мгм. То есть, ну, надо уже уметь переключаться, да? Ну, то Да. есть, ну, вообще, наверное, ну, вот, например, есть же еще разные, как у болезни, да, Мгм. у страха есть, ну, циклы, да, грубо говоря, там. Бывает Мгм. там, когда вот он в активной очень стадии, то есть, ну, ты прям вообще, ну, у тебя разум затуманен, и ты Мгм. вот прям вот в этом состоянии находишься, и как, ну, как животное, да, инстинктивный страх. Мгм. Вот. Есть, когда страх уходит, и ты начинаешь там уже больше так сверху смотреть на него, и уже тогда ты какие-то можешь, ну, шаги предпринимать. А вот когда ты вот находишься прямо вот в этом самом остром состоянии, и тебе, например, нужно, ну, сделать какое-то действие, да, которое для тебя, ты считаешь, что оно важное, но у тебя просто страх, тебя, ну, как говорят, цепенеешь от страха, да. То есть тебе нужно что-то сделать, а ты просто настолько оцепенел от страха, что ты просто даже, ну не можешь ничего, у тебя психику всю переклинило. Мгм. Вот что, что делать человеку? Ну, в этом случае надо, знаешь, в большинстве случаев мы боимся ведь не там, боимся еще просто совершить ошибку. Ну да. Ты просто боишься, и тебе надо понимать, что есть просто люди, как бы, как это называется, с открытым типом Мгм. мышления, а есть с закрытым типом мышления. Так вот, люди, оказывается, с открытым типом мышления, они понимают, что ошибка, естественно, это естественный путь. Это вот как бы я не приду из точки, возможно, я в принципе не приду из точки А в точку Б, мне надо попасть в Мгм. точку Б. Если я промежуточно не попаду в точку С, мне как бы не видно этой точки Мгм. из точки А. Вот, и поэтому, как бы, вот это, вот знаешь, вот это вот ожидание, вот я сейчас что-то сделаю, а это вот не так, и это вот случится. Ничего, ну, позволить себе, если даже это случится не так, пусть это случится. Возможно, там случатся какие-то события, которые завертятся определенным образом, и я увижу вот эту свою цель под новым ракурсом. Может, вообще выяснить, что мне туда не надо, понимаешь? Или найду какой-то другой путь покороче. Ну, то есть постараться как-то себе объяснить, что М, это важно, что как Что бы, это ничего страшного, если да. ничего не получится. Мгм. Может, когда, понимаешь, когда ничего не получится, я вдруг выясню, что мне туда и не надо. Мгм. Ну да, но это такой больше, когда социальный страх. Если, конечно, у тебя там, я не знаю, страх высоты, там тебе сложно себе что-то объяснить. Слушай, ну, Да? может быть, и не надо себя истязать, понимаешь? У меня есть понимание, что у меня есть страх высоты, есть Мгм. понимание, так может, это есть некие триггерные точки, я Мгм. про них знаю. Мгм. Например, 20 лет назад, когда там телефоны только появлялись, ну, хотя они, наверно, ну, такие, знаешь, кнопочные были. Мгм. Вот, просто я, знаешь, как в анекдоте шла от бабушки с пирожками, и мужик за мной зашел, что-то там, он был такой высокий, и говорит: "Сейчас тебя придушу", весь телефон, ну, отдала, естественно, ему, и как бы.
Ну, 20 лет прошло, а я теперь не захожу в подъезд так, чтобы где-то в периметре, знаешь, были еще мужики, аж тем более высокие, здоровые и непонятные. Как бы это понятно, что ну зачем оно мне? Я же знаю, что этого делать не Мгм. надо. Поэтому если это есть, и если это как бы не жизненно, ты же не прыгаешь с тарзанки, вот ты же Мгм. не трюкач, это тебе не нужно на каждый день. Мгм. Ты же не зарабатываешь так деньги. Ну и не прыгай. Мгм. А вот, например, еще есть, ну, тут, страхи. Когда это твои страхи, и, ну, ты с ними сам можешь работать, да. А Мгм. есть, например, страхи там за кого-то. Там, Вот. да, например, у матери страх за ребенка или там, ну, то есть, страх за родственников, страх за родителей, там, страх за детей. Вот, Мгм. ну, вот с точки зрения этих страхов, то есть как человеку с ними быть? То есть, если он ничего, то есть он никак не может повлиять на другого человека, на его поведение, там, да, Мгм. чтобы, ну, не бояться за него, да, грубо говоря. Мгм. Ну, в этом случае это, конечно, сложно. Максимально сложно это, когда речь идет, там, про родителей и Мгм. ребенка. Мгм. Ты должен просто отдавать ответственность. Ну, если это про человека взрослого, там, которому больше 18, и который там интеллектуально сохранен и Мгм. сам себе, значит, сам себя может обслуживать, ты отдаешь ему ответственность ему. Мгм. Вот тут же важно делегировать ему ответственность за свою жизнь. И Мгм. тогда будет как-то понятнее, проще Мгм. и как-то должно стать легче. Ну да, ну это как бы в теории. Ага. Я, просто, например, ну, вот на моем личном, да, опыте, вот, женщине, да, у нее же, еще другая функция. Мне функция, наоборот, как бы, да, оберегать ребенка, Мгм. все возможно, ну, это инстинктивно защищать там и так далее. Вот, как женщине вообще это можно объяснить? То есть, что, с одной стороны, женщина, ее главный инстинкт – это защитить, оберечь, да, ребенка, особенно там, если Ага. он какой-то там, ну, нестандартный ребенок, да, там, с каким-то заболеванием и так далее. Вот. А задача-то ее как раз в другом заключается, чтобы дать ему свободу, да, Да, и дать чтобы ему возможность быть он ответственным за самого себя, дать ему мог мелкие мог шаги. мог мог жить, собственно, потом без нее. Да, да, да. Вот как, ну, у женщин, тем более, ну, многих, да, и эмоциональный такой интеллект, да, Мгм. и они больше на эмоциях, да, действуют. То есть они чувствуют, ну, на интуиции, на эмоциях. Вот как человеку такому, ну, женщине, там, например, объяснить, вот с точки зрения психологии, что, ну, чтобы она на рациональном уровне, скорее всего, это будет просто сложно. Мгм. Вот. То есть она будет говорить да, 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 как бы она будет соглашаться, но при этом она все равно инстинктивно будет вести себя по старой модели поведения. Давай тогда, потому что как бы сейчас все, что я тебе скажу, это, скорее всего, будет из рационального. Мгм. Давай вот это отложим, вот как раз Мгм. будем практику когда Мгм. проводить. Я тебе просто физически покажу, как это работает. Мгм. Вот. Хорошо. Так, ну, собственно, мы, ну, большую часть вещей уже обсудили, Мгм. да. Давайте мы тогда перейдем к практике. Давай. Вот. Ну, на тебе, да, можно Да, можем, давай практиковаться? на мне. Давай на тебе практиковаться. Закрой глаза, Мгм. расслабься. Мгм. Вот. Давай, может быть, это. Да. Ах, Ну, как так. тебе удобнее. Мгм. Вот. Вытяни ручки перед собой поставь. Мгм. Вот. И почувствуй, ты можешь прям, ну, сам как-то распределить, в какой руке твой страх. Вот, ну вот, почувствовать ее там. Вот, какой он, что он. А в противоположной руке ты почувствуешь собственную силу, внутренние твои ресурсы. Вот, и вот ты вот как это, ну, эти весы видел, там весы правосудия, попробуй вот немножко подними их на повыше и попробуй почувствовать, что из них выше, тяжелее, что из них больше, что перевешивает. Твои ресурсы все-таки или твой страх? Ну, у тебя прям чувствую, у меня прям ресурсы перевешивают. Вот видишь, Мгм. это здорово. Вот, значит, ты просто можешь посмотреть, можешь сейчас поощущать, что представляет из себя по сути, твой страх, он не так уже как бы и фактически он тебе не будет мешать. До того момента, пока твои ресурсы перевешивают твой страх, он не будет тебе мешать. Мгм. Я прям чувствую, они прям у меня весы вот так уже поднимаются. Здорово, слушай, ну ты прям молодец. Прям Ну, на самом деле, вот, м,
У меня вообще был страх такой сильный раньше. Ну, сейчас, наверное, тоже он остался все еще. Страх вот, ответственности, да. Ага. Ответственности даже не с точки зрения того, что там я боюсь брать именно ответственность на себя, а то, что я возьму ответственность, и не смогу, как бы полностью ее реализовать. То есть, Мгм. ну, как бы у меня есть такой синдром перфекциониста, Мгм. вот. И, Это ты щас про него говоришь? Мне кажется, ты сейчас не про него говоришь. Или ты в смысле, про страх вот этот, про перфекционизм говоришь? ну, наверно, да. Про страх ответственности? Да. Вот. Ну, как ты чувствуешь, у тебя вот ресурсы-то есть, чтобы и Да, вот, ресурсы, да, есть. вот, и ты их может, ты применяешь? Ты все применяешь? Может, ты их не все применяешь? Ну, наверно, не все. Вот. Ты сейчас можешь, рассмотреть повнимательнее свои ресурсы и то, что ты еще не применяешь? Ну, рассмотреть в каком смысле, что? Ну, вот что это вот ощущается вот в этой руке? Что это? Вот что там твои ресурсы? Как они выглядят? Из чего они состоят? Ты можешь немножко так визуализировать эту историю. Ну, желание, Мгм. действие. Прекрасно. А ты всегда их реализуешь или есть, например, что-то, что мешает тебе? Ну, лень мешает. Ну, вот видишь, мы выяснили, что вот как бы тут тогда такая история, что надо, наверное, просто поработать с ленью. Вот. А вообще, Еще, ну, да. правильно? Видишь, у нас просто, ну, я думаю, что для стартовой Мгм. ознакомительной истории, да. Просто видишь, у нас с тобой не совсем классическая история получилась, Мгм. у тебя ресурсов много как Мгм. бы. Вот. Я просто хочу тогда дополнить то, что мы вот сейчас с тобой Мгм. проводили, что пока у человека ресурсов, больше, Мгм. чем, сам страх, вот эта вот история, как типа, как отличить, да? Многие боятся чего-то, и это с ними не случается. А многие Мгм. боятся, и это с ними случается. М. Вот пока у тебя больше ресурсов, чем страх, как, событийная канва вокруг, энергия вокруг тебя еще как-то, ну, вращается, Мгм. понимаешь, ты еще как-то. А когда у тебя, страх больше, чем вот этот вот серый купол, он становится настолько плотный, Мгм. настолько вот как бы непробиваемый, у тебя внутри нет ресурсов, что единственный способ его непосредственно столкнуть тебя с тем, что ты боишься, Мгм. чтобы ты наконец-то увидел, что там вообще-то жизнь есть. Мгм. Ну, чтобы энергия хоть как-то потекла, понимаешь, Мгм. ты непосредственно сталкиваешься со своим страхом, То потому есть что по-другому, по-другому этот никак, купол, он просто а тебе закрывает развивается всю эту снаружи. энергию, закрывает, да, тебе? Во-первых, он, как бы, да, он закрывает тебе энергию, он Мгм. фактически тебя делает, ну, то есть где-то там жизнь, а тут ты, знаешь, в своем этом Мгм. сидишь. Вот, и поэтому, если у тебя уже нет ресурсов снутри, понимаешь, вот как-то эту всю историю держать под Мгм. контролем, вот эта вот защитная история, она разбивается снаружи. Мгм. И поэтому, возвращаясь, к теме мамы и Мгм. детей, да, если мама очень переживает, на самом деле своим вот этим большим-большим-большим переживанием, например, я боюсь, да, как ребенок социализируется, пойдет ли он в школу, будет ли он как, она фактически закрывает его, понимаешь? Она Мгм. делает не вот она приводит все к тому, что она неизбежно Мгм. столкнется с этим страхом, потому что больше событийного варианта Мгм. никакого не останется. Можно фактически, физически дать это ей почувствовать, ощутить, что как бы чем она больше боится, тем она меньше делает вот этот вот коридор для Мгм. своего ребенка. Мгм. А вообще ребенок же, вот он, ну, с точки зрения метафизики, он же в поле же, матери находится или Ну нет? да, там до какого-то возраста, до маленького возраста, но опять же таки все равно, мне кажется, нельзя поменять, понимаешь, какую-то, ну, самостоятельную волю Мгм. ребенка. Конечно, да, конечно, мама, и поэтому мама, вот знаешь, это вот. Когда в чате читаешь, там: "Мы поели, мы Мгм. поспали". Это хорошо, когда там ребенку год, 2, полтора, а потом она прямо чисто физически можно себя учить переключать. Потому Мгм. что на самом деле, если это есть привычка, мозг такое существо ленивое, он, тратит наименее наименьшее, он заточен на то, чтобы потратить меньше энергии. Мгм. Потому что наш мозг относительно там людей в пещере, на самом деле, с точки зрения физиологии, еще не очень-то изменился. И с точки зрения, пещерных людей мы прекрасно живем. У нас тепло, светло, сухо, и мамонты за мамонтом бежать не надо.
Так вот, собственно, чё-то мысль потерял. Ну, что по поводу матери и ребенка, что мы можем переключить мозг. Да, и она должна Мгм. самостоятельно, понимаешь, прям усилием воли, потому что это уже вот та, схема мозга, которая сформировалась. Мгм. Надо прям усилием воли переключать мозг и Мгм. заставлять себя вот как бы вот это. Знаешь, не мы поели, а или если ребенку Мгм. там даже больше года, это же не мы поели, Мгм. это же он поел, а я тут рядом посидел. Как разъединять себя максимально. Чем вот ты как бы отделишь себя от Мгм. ребенка, тем больше шансов. Да, но я думаю, что, наверное, ну, это же у матери какой-то страх, который она приобрела, там, например, в детстве или там, Да, когда ребенок, тогда, например, в не детстве пос очень сильно болел там или ну да. была риск смерти ребенка, и у нее вот это образовался сгусток страха этот, В да? таком случае надо тогда работать непосредственно с мамой, да. Мгм. Вот фактически, может быть, даже в стартовом варианте по такой методике, Мгм. что если, есть у нее еще ресурсы с этим Мгм. бороться, то что тот момент, когда ресурса этого не останется, весь событийный ряд как раз и схлопнется туда, чего она так очень Мгм. боится. Мгм. Но есть же еще воля ребенка, то есть, смотря какая у него там, судьба, да, грубо говоря. Ну, это да, это есть, но все равно, понимаешь, ребенок, он уже растет в этой Мгм. атмосфере. Он даже не только тут неважно не только, как ты, в смысле, как, там, не знаю, как ты непосредственно сам, я имею в виду, просто человек, Мгм. родитель общается Мгм. с ребенком, а как еще родители общаются между Мгм. собой. Вот это вот все, оно, в принципе, влияет на ребенка. Мгм. Ну, вообще, это И я потом, знаешь, понял. дети бывают разные. Вот у меня муж там такой потрясающий человек, он говорит: "Я всегда думал, что взрослые априори правы, потому что они взрослые". Мне эта святая мысль ни разу в голову не приходила. Знаешь, то есть дети, они внутри-то разные. Мгм. Да, он как-то какое-то извращенное понимание уважения, да? Да, вот как еще сказать "нет" вот папе там? Мгм. Такой как какой-то культ папы, и как сказать. То есть надо, все равно беседовать, еще и беседовать непосредственно с ребенком. Есть ли у него внутри этот ресурс, Мгм. чтобы там, противостоять всему, что с ним происходит. А он может быть там и вот есть такие там характерные М. дети, там и их прям сразу видно. А есть вот такие, я так долго, как мне говорит мой вот муж сегодняшний, говорит: "Я так долго шел к мысли, что взрослым можно как-то противостоять, потому что они же большие, им же виднее, им же лучше видно". Вот, Да, поэтому это все как-то так очень индивидуально. да, это точно. Так, ну, я думаю, что мне, конечно, про лень тоже интересно стало. Но я думаю, что у нас эфир еще будет сильно затянется. Мы, думаю, в следующий раз мы Да, можем да, обсудить, да, эту да, тему? давай про лень, Да, наверное, как-то все да, разграничим, да, чтобы не все сразу да, да, обдавать, да, да, наверно. да, да, да. Так, ну, собственно, вот мы сегодня разобрали, да, всю эту тему страха, Мгм, а, ее природу, какие бывают, ну, как с этим вообще работать, как его распознавать. мгм, Ну и была небольшая такая у нас медитация, да, на тему страха. Ну, собственно, я если для себя такой вывод сделал, что если ты чувствуешь, да, в себе вот эту силу работать со своим страхом, то ты, в мгм, принципе, можешь с ним сам работать. мгм, Просто главное уметь, конечно, прислушиваться, останавливаться, там, да, очищать свой разум, да, мгм, и прислушиваться к своему телу, и уже распознавать и работать с ним. И мгм. если же уже никаких резервов нет, то нужно, конечно, обращаться уже к профессиональному психологу. Только, конечно, в наше время очень сложно его распознать. Вот. Собственно, для Вот. этого мы Кстати, мы сейчас. мы можем с тобой об этом как-нибудь Да, тоже эфир да, сделать. да, Надо да, где записать. да. Поэтому здесь, конечно, опять же, чтобы и найти хорошего психолога, нужно тоже обладать хорошей интуицией. Поэтому, друзья, давайте работать над собой, очищать свой разум, да, и, ну, двигаться в том направлении, куда нам предрешено двигаться, а не куда попало, да. Вот. Все-таки как-то двигаться, Да, а не да, дрейфовать, да, не понимаешь? дрейфовать, да, как бревно. Двигаться как корабль, как галера, как небольшое судно. Мгм. Вот. Хорошо, спасибо Спасибо тебе. тебе за такие Да, интересные вопросы. Как-то у нас очень с тобой живо и интересная получилась беседа. да, мне тоже очень понравилось. Ну и всем спасибо, что, Да, что, спасибо. да, и до свидания. Ну, в следующий эфир, я думаю, что
будем проводить тоже, там мы будем раз в неделю проводить эфиры. Мгм. И Наверно, тему, да, надо, наверно, как-то заранее да, анонсировать. да, я думаю, что да. Ага, окей. Ну, я думаю, что, наверно, Всё. что-то связанное с ленью. Ну, давай, да. Окей. Всё, Мгм. большое спасибо. Всем пока.